Всем привет, меня зовут Веруша, и в этом видео я буду говорить о том, почему мужчинам сейчас не интересен брак. И, конечно, если так подумать, это действительно убыточное мероприятие для мужчин. Если я на протяжении времени, которое буду записывать это видео, вспомню о плюсах, я обязательно скажу, хотя, наверное, не о плюсах, а о плюсе. Наверное, он будет один, если он вообще есть. Для женщины, конечно, есть плюсы. И почему женщины до сих пор, несмотря на то, что мы сейчас в таком современном свободном мире живем, женщины все равно хотят быть замужем. Вот раньше выдавали замуж, раньше еще приданное с собой давали, а сейчас женщины уже как бы идут замуж, да, самостоятельно. Но тем не менее, там, в определенный возраст женщины, уже там бабушки, мамы, вообще в обществе, на работе и какие-то даже посторонние люди начинают говорить женщине, что тебе столько лет, а ты еще не замужем. Ну, типа из серии, что как бы женщина уже как залежавшийся такой вот фрукт какой-то, который вот не берут, значит, с ним что-то не то, значит, он какой-то бракованный, да, то есть все равно понимание в обществе есть, что женщина нормальная, она должна быть замужем. И как бы статус, да, у женщины в браке повышается, то есть, ну, она замужем, она как бы реализовалась, да, на ступеньку достала выше. В обществе все расслабятся и скажут: фух, слава богу, мы эту девочку отдали, все, и переключится на какую-то другую девочку, которая будет капать на мозги и говорить, что ну тебе уже 30, а ты еще не замужем, на тебе, наверное, венец безбрачия или что-то такое, вот то, что любят тоже говорить, что ну как же так, вот такая красавица, а еще не замужем. А мужчина, если он по статусу женат, ну как-то это вот, мне кажется, сейчас это рассматривается типа, блин, парень, ну ты влип вообще. Как-то это вот сразу вяжется с этим, не очень удачная история для него. Типа из серии взял на себя крест, да, что-то такое. И поэтому как бы здесь очень сильно разнится желание двух людей, и девушки сейчас манипулируют тем, что вот я уйду от тебя, если ты не возьмешь меня замуж, да, и мужчины вынуждены идти на поводу, быть, скажем, таким ведомым, которого вот ведут просто в этот брак. Мужчины просто сопротивляются и не хотят. И, конечно, здесь должно быть желание обоих партнеров, это безусловно, но, к сожалению, сейчас с этим очень сложно. Вот. И что еще для женщины? Конечно, женщина, если, например, вот я знаю случаи, когда женщина сама отказывается от брака, она говорит, что мне там ни свадьба не нужна, или у нее уже был один брак, и ей достаточно, то есть, ну, или кто-то не понимает, зачем выкидывать столько денег на эту свадьбу. То есть, ну, и относятся также, в принципе, женщины некоторые к браку как просто, ну, именно вот это вот штамп, да, который просто вот, ну, чисто вот с какой-то официальной точки зрения, это просто как, ну, это ничего не значит для женщины также, в принципе, вот. Но, тем не менее, все равно принято так, что, например, ребенок обязательно должен быть рожденный в браке, это понятно, потому что когда есть ребенок, то уже ответственность должны нести два человека. Поэтому перед тем, как создавать семью, например, да, хотя вот раньше тоже считалось, когда если даже два человека, но если они в браке, то это как бы уже семья называлась. Вот. Сейчас существует гражданский брак, в котором вполне себе пары живут. Ну, для меня гражданский брак — это такой вот, ну, придумка женщины абсолютно. То есть это как вот действует как успокоительное, да, то есть, ну, я в браке. Ну, для меня это гражданский брак, это вот просто, можно сказать, сожительство. Как, не знаю, сосед с соседкой, или как в коммуналке люди сожительствуют, да, вот где-то рядышком друг с другом находятся. Но это вот ни разу не брак. Все-таки у каждого должны быть некие обязательства. А здесь как бы это просто сожительство, не нужно себе что-то там придумывать, что это вот вы в браке живете. Поэтому люди так существуют, получают там борщи, супы, да, ночью
вы с ним. Ну и процент, что мужчина с каждым разом, там, днем сделает вам предложение, а он все меньше и меньше. Потому что зачем? Мужчина и так все получает, зная, что он в браке понесет только одни минусы. Поэтому, как рекомендация, женщина на самом деле изначально не должна быть кухаркой и не должна быть такой мамочкой, которая все готовит. И тогда мужчина реально понимает, что он все получает, и без этого самого брака, и без лишней какой-то ответственности. Я говорю о том, когда мужчина берет ответственность за женщину. Хотя сейчас такое время, сейчас мужчины, особенно молодежь, если послушать, они говорят, что они никому ничего не должны. Вот эта знаменитая фраза. Причем это касается не только отношений, девушки, они в принципе по жизни никому ничего не должны. И сейчас мужчины современные, у них бравада такая, что нам не нужна женщина, это им нужно рожать. Безусловно, у женщины век короткий, женский, и где-то до 40, до 45 обязательно женщине, как обязательно я говорю, в смысле по биологической части, в смысле того, что женщина до определенного возраста может реализоваться как мама, а многие хотят стать мамами, и поэтому мужчины бравируют тем, что женщины без нас не могут, это мы можем, и нам дети сейчас не нужны. Тоже многие мужчины сейчас это говорят, что, мне кажется, что если бы, в принципе, не было бы каких-то там, таких, знаете, в обществе как бы не придуманных, в обществе каких-то норм того, что мужчина же не может просто к девушке подойти и сказать: слушай, ты мне понравилась, давай жить вместе. И вот так вот сходу, и люди прям живут вместе. Бывает, наверное, такое, редко, но в основном это, конечно, нужно познакомиться, узнать друг друга. Мне кажется, что если бы не было всех этих норм, которые приняты в обществе, мужчины вообще бы ничего не делали, честно, просто расслабились бы, и как сейчас они живут в свое удовольствие, работают для себя, тратят на себя деньги, еще и говорят, что женщина должна тратить на него деньги. Что называется, здравствуйте, приплыли, еще и женщина теперь должна тратить на него, показать тем самым, что мужчина нравится этой женщине, что она серьезно к нему относится. Это вообще супер. Поэтому играли бы в компьютерные игры, сидели, и никаких там, и не детей, то есть тоже, а некоторые мужчины вообще с мамами живут, и мама им готовит, они очень удобно, они переплывают, они от мамы могут переехать к женщине, а если не переезжают к женщине, то остаются с мамой, там 40 лет, а он с мамой, тоже, в принципе, вполне себе сейчас нормальная история, но это, конечно, идет от того, что многие мужчины, например, пап у них не было или не было такого мужского воспитания, где говорилось бы о том, что все-таки, мужчина должен быть мужчиной, а не совсем уж с мамой там жить. 40 это вообще трындец просто. Я немножко отдалилась от темы брака, то есть, и женщина тоже, она получает это замужество, как и хотела, белое платье, торжество, эту красоту, все это, то, что, не знаю, в кино показывается, много где, я не могу сказать, что мне планомерно прям садились и рассказывали, что, или где-то там, не знаю, на курсах или в школе, или где-то, что девочка обязательно должна выйти замуж. Это просто где-то эта информация, она распространяется, или там на работу ты приходишь, там тоже даже какой-то незнакомый человек может тебя спросить: а ты замужем, а у тебя дети есть? Еще там подсокают и скажут, что естественно, сразу сколько лет спросят и сразу проанализируют, совместят твой возраст с тем, что у тебя нет детей, и еще и мужа нет. Если еще муж был, нормально, хотя, естественно, сразу в голове, наверное, по здоровью не могут детей иметь или что-то такое. В общем, я уже давным-давно, в принципе, не живу сознанием других людей, что кто скажет, а в советское время очень, кстати, сильно об этом, на этой теме заморачивались и очень сильно переживали, кто что скажет. Это прям бич такой советских людей, поэтому даже если
женщина мужчину не любила, и там, скажем, мужчина это был ее первый, то все равно мужчина, ну, как бы, тогда была такая идеология в государстве, да, что, ну, люди должны были жить в браке. Вот. То есть это тоже часто бывало, что люди на самом деле все равно потом живут в браке долгое время, да, много лет, но они не любят друг друга. Но от того, что вот такая идеология была, они не разводятся. И поэтому просто статистика такая, ну, вот, в советское время была, что люди не разводятся, а по сути своей, ну, в чем тогда, в чем прикол жить, если ты не любишь другого человека, в чем прикол жить вместе, вот в чем смысл этого брака тогда? Ну, кто-то говорит, что вот для детей. Я могу сказать, что для детей это тоже не полезная история, 100%. Вот когда ребенок маленький чувствует, что родители, во-первых, дети все чувствуют, как известно, да, как губки все впитывают, и когда дети видят, что родители, хоть они вместе, но они не любят друг друга, ругаются, еще что-то, да, вот у ребенка, ну, на психику это точно повлияет. И потом, даже когда бывает дети вырастают и начинают родители спрашивать, ну зачем же вы тогда живете вместе, если вы не любите друг друга? Да, то есть поэтому не очень вижу смысла, тем более эти два человека, которые, мужчина и женщина, не любят друг друга, да, а живут, страдают в браке, они могли давно развестись и могли, может быть, встретить человека, с которым были бы по-настоящему счастливы. Нет, они держат друг друга, страдают и зачем-то все равно находятся в этом браке. То есть какая-то непонятная для меня история. Поэтому если в дальнейшем вот смотреть глобально, что будет, а будет вообще крах института семьи, он, наверное, сейчас уже и есть. И вообще печальная история в дальнейшем ждет людей. То есть люди просто, в принципе, уже не хотят создавать семью и брак. Ну, конечно, материальная сторона, вот то, что мужчины теряют, это очень, ну, очень весомый такой минус в том, что, ну и потом, конечно же, ребенок, да, если ребенок, ну, если при разводе ребенок останется с мамой, естественно, да, поэтому мужчина здесь тоже теряет, то есть он ничего здесь не может сделать. Но опять же, мужчины вот кричат там про свои эти алименты, да, копеечные, которые в России платят, и совершенно не знаю, что, например, если взять в Париже сумасшедшие, ну не сумасшедшие, а серьезные законы, я прошу прощения, я оговорилась, а в Германии там уже, несмотря на твой молодой возраст, твою пенсию там просто уже поделят до конца твоих дней. Да, и как бы вот эта защищенность женщины, защищенность ребенка. А у нас вот это алименты, там вот мы должны платить, да, господи, это копейки. Я разговаривала со знакомой, со своей, она выясняла, сколько при разводе, у них 3 детей, сколько при разводе муж будет платить алименты, ну, потому что как бы не очень счастливый у них союз случился. И она узнала, что ей будут платить 7 тысяч рублей. Ребят, 7 тысяч. Но это как? Это, правда, не в Москве, я не знаю, не сильно там по городам. Вот, это такой, ну, крупный город России, но потому у него своя компания, и, как оказалось, юридические компании ну, то есть у него ему ничего не принадлежит, не на него все записано, и там просто вот по документам не подкопаешься вообще. И просто, как говорится, Карл, 7 тысяч рублей, как это возможно? А это возможно. А она уже 10 лет не работает, мужчина ее посадил дома, сказал, будешь воспитывать детей. Вот, пожалуйста, история. И когда мужчины там удивляются, что вот, или кто-то там из психологов говорит, что вот, да что вы уже мужа своего хороните, думаете о том, что он умрет, как им жить? А вот, пожалуйста, история. Посадили дома, она 10 лет уже не работает. И что ей сейчас делать? И она приняла решение не разводиться, и вот так вот они опять будут жить вместе. Ну, это вот счастливая разве история? Нет. А что делать? А как вот ей без опыта больше 40 лет, она там 12 лет уже не работала.
И сейчас вот идти, у нее дети, сейчас пойдут кружки, то есть это все. Особенно если у мужчины, извините, там просто они там снимали квартиру вдвоем. Я, конечно, не говорю про мужчину, например, у которого действительно там что-то он накопил. Это да, потому что в основном, конечно, мужчины гораздо больше зарабатывают женщин, и, конечно, при дележке он заплатит, отдаст больше гораздо, чем женщина. Но, тем не менее, как-то вы тоже полегче с этими алиментами, смешными, копеечными. Вот, и поэтому, плюс, наверное, это если мужчина не будет работать, то женщина там, по-моему, как-то законодательно должна какие-то алименты выплачивать мужу. Что-то такое. Но это все, наверное, пожалуй, на этом плюсы заканчиваются для мужчины, то если это вообще плюс рассматривать, если женщина, к примеру, сама не работает. То есть тоже странная история. Поэтому брак, конечно, нужен абсолютно только женщине, и в современном мире, если не изменятся законы, если не сделают так, что серьезно будут относиться к этому браку, и вообще, если что-то не поменяет, вот как-то вот в сознании, да, опять же, уберут вот этот меркантильный подход девушек к мужчинам, что отношения будут складываться на доверии, действительно на любви, вот как-то сейчас слово «любовь», оно вообще куда-то ушло, и о нем как-то мало кто говорит. Вот если действительно отношения будут складываться по-другому, не как сейчас, не будет рыночных отношений, а будут искренние, настоящие отношения, и будет серьезное отношение к браку, тогда, возможно, мужчин можно будет развернуть снова в сторону, поставить штамп, и вот. Так что вот так вот, такие мысли. Я желаю вам хороших выходных, и увидимся уже в следующем видео. До новых встреч, пока.